На сегодняшний день жизнь каждого украинца можно разделить на до и после 24 февраля. До мы удивлялись, в какое прекрасное время мы живем. Без виз, путешествия, евроинтеграция, государство в смартфоне. А потом наступило 24-е. После этого дня у многих добавилось по несколько дней рождений, а у некоторых и дат смерти. Я хочу рассказать вам свою историю. В ней нет экшена, но атмосферу я попытаюсь передать. За месяцы до события разведка США постоянно нагнетала ситуацию и говорила о вероятной войне из-за количества военных у границ Украины. There are now tens of thousands of soldiers there. NATO is alarmed about Russia's military buildup on Ukraine's borders. New intelligence suggests the Kremlin is in advanced stages of planning an invasion of Ukraine. Russia, the US, and other big players have been talking. Тогда в это никто не верил, 21 столетие ведь. Кроме меня, я всеми силами уговаривал друзей и родителей продумать действия на момент, если российские войска переходят границу. Давайте вернемся к важной теме на сегодня. У кого какие планы на случай факта того, что Россия переходит границу Не будет. Я полночи. Я сначала очень нервничала, потом полночи читала. Процентов 95. Я задал другой вопрос. Если мы знаем факт. Понимаешь, я думаю, что войны вообще не будет. Не знаю, вообще не думаю. Но меня никто не слушал. Мой план состоял в выезде за границу с Румынией, которая еще за месяц до войны готовилась принимать беженцев. Залил в канистру 9 литров бензина на случай, если заправки будут не работать, и на случай, если этот флаг сменится на российский. Это просто какой-то вынос мозга. И вот утром 24-го проснулись мы аж в 8 утра. И не от взрывов, а от спора родителей. После слов о том, что российские войска перешли границу, я схватил наши вещи и сказал, что у родителей есть 20 минут на сборы. Они посмеялись и сказали, что война не дойдет сюда. Мы вкинули вещи и двинулись в огромный объезд границы через Каневское водохранилище. На тот момент пробка из машин, выезжающих из Киева, предполагалось Google картами больше 9 часов. Тепер ми бачимо таку ситуацію. Дійсна інформація, що російські війська перед наступом в території Білорусі змінили свої розпізнавальні знаки на білоруські розпізнавальні знаки. На виїзді з Умані організували масові пункти збору. Масові пункти збору для тих, хто без автівок розташовані на виїзді з Умані на автодорозі. Алло, вы как? Нормально. Есть какие-то взрывы у вас, не? Нет. А в целом, как психологически? Стараемся, если что-то все слушать, если что прятаться и вот так. В течение 2 часов добрались до водохранилища Каневского и сейчас покидаем Черкасскую область. Итак, сейчас 1:08, мы в Белой Церкви выехали где-то в 9:30. Сейчас движемся к границам с Румынией. Не очень популярное место. Проблема в том, что у нас родственники остались в Киеве, в Броварах. В Броварах уже прилетело 2 ракеты. Место, которое мы проезжали, Бориспольский аэропорт. После 20 минут того, как мы пересекли рядом эту местность, также взорвали ракетами. И мы просто... Херсон по состоянию в 1:09 уже оккупирован российскими войсками. И это пока не официальная информация, через знакомых мы узнали про это. И куда продвинуться дальше войска, мы не знаем. Единственный план, к которому мы готовились, это ехать поближе к границе с странами НАТО, которые точно смогут дать отпор любым действиям России. К сожалению, Украина не в их числе. Украине одной противостоять настолько мощной армии почти невозможно. Поэтому мы приняли это к сведению и сейчас выдвигаемся. Ехать нам еще 600 километров, примерно 8 часов. Все заправки, которые мы проезжаем на протяжении 300 километров, все заняты. Когда у людей спрашиваешь, которые ближе к колонке, они говорят, что уже стоят час. То есть час
терять времени на заправке. Я подошел и попросил людей пропустить меня с канистрой, потому что у меня всего 10 литров. Одна женщина мне отказала, потому что она стояла 1,5 часа. Вторая женщина согласилась и уступила мне колонку. На Дарницкой площади слышно сирены в Киеве. В 3:25. Мы тем временем за Белой церковью проезжаем через мелкие городки, в которых перегружены основные дороги, и нам приходится объезжать их через поселки, такие, через частные дома. Люди выходят и просто в шоке, как много машин едет через их дома. Мы проснулись в 8:50, то есть прошло больше 3 часов, как мы узнали эту информацию. Мы уже на 3 часа опоздали. Хотя предполагалось, что нам надо принять решение и действовать, выезжать уже максимум 2 часа после того события, как они переходят границу. Поэтому с опозданием мы выехали в 9:50 и сейчас 4:30. Мы все еще в пути. И в лучшем случае мы приедем в 10:30, а комендантский час, после которого, по идее, нельзя ездить, в 10 вечера. И нам нельзя останавливаться, нам нельзя медлить. Почему с нами нет родителей? Дело в том, что они до конца не верили, даже в этот день в 9:50 они не верили в то, что на Киев нападут. Да, в Донецке, в Луганске, возможно, что-то будет, но Киев, да, 5 часов поступает информация о том, что многие личности публичные в России заявляют о том, что это вообще не окей. Они поняли, что это не точечная операция, а действительно наступление просто на страну, которая несет за собой огромное количество смертей. У многих родственники, Украина, Россия. Сейчас пришла в 5 часов информация о том, что с белорусской стороны войска вошли в Чернобыльскую зону атомной электростанции. И что может произойти там, никому не известно. Будет ли это какая-то диверсия, которая может повлечь за собой радиационную угрозу, шанс есть. И это просто в голову не лезет. Дороги на Хмельницк от Белой церкви, мы сейчас едем, очень плохие, безумно плохие. Но нам удается по этим плохим дорогам ехать со скоростью 100 км в час. Сейчас 7 часов вечера, мы получили информацию с радио о том, что Чернобыльскую атомную электростанцию захватили вместе с работниками в заложники. И теперь у оккупантов огромный козырь в рукаве. Теперь все, что они могут сказать, пригрозив взрывом атомной электростанции, должно подействовать в их сторону. Также мы получили от друзей и от родственников информацию, что самолеты все чаще и чаще над Киевом пролетают. Непонятные, неопознаваемые самолеты. Щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2300 гривень. Що не вистачає до зазначеного розміру поступам, які запрацюють, так як щомісячний. Мост через Днестр, и мы въезжаем с Винницкой в Черновицкую область. Поставьте будильник на 2 часа утра и прячьтесь в погребе. Хорошо. Возможно, Киев будут бомбить в 3 часа ночи. Сейчас 9 часов вечера. И мы позвонили нашим родным, сообщили, чтобы они уже выдвигались в бомбоубежище. Но до сих пор люди не верят в то, что может такое произойти. Не переживай, мы ко всему готовы. Хорошо? Ты, главное, не переживай. Так, простояли на КП полчаса. Сейчас переезжаем в Днестр. Спросили только, куда едем и что в багажнике. Показали документы и все. Едем вдоль границы с Молдовой.
Черновцов, и здесь просто ужаснейшие дороги, в которые никто никогда не инвестировал никаких денег. Здесь просто холмы на холмах. И очень тяжело ночью без какой-либо разметки ехать. В 10:42 получили информацию о том, что на львовских границах не выпускают мужчин с 18 до 60 лет. Но это на львовских границах. Мы все-таки попытаемся на границе с Румынией проехать. 23:52 мы проехали Черновцы. Нам ехать 29 километров к границе, а время ожидания 1:33. Сейчас на границе уже с Румынией. Здесь еще 13 минут ожидания, пробка. Но есть подозрение, что людей не пропускают. Только что понял, что прошло 24 часа, даже больше с того момента, как мы ели. Мы 24 часа уже не ели. И как-то вообще забыли про еду. Сейчас поняли, насколько мы обессилены в этой очереди. Непонятно, сколько мы здесь простоим. И насколько это эффективно, потому что могут вообще не пустить меня. А Люда без меня не хочет никуда. С 4 утра. И до сих пор мы стоим на одном и том же месте. Все друзья пишут о том, что слышат взрывы в Киеве, на Сокарках, на Голосеевском, на Троещине. Находят такие осколки. Именно друзья, не какие-то левые люди. И говорят, что им очень страшно. Мы сейчас стоим с фурами с Россией. Вот спокойно люди заправляют машины, подлатывают, общаются. И нету никакой агрессии со стороны украинцев к русским. Хотя русские здесь в меньшинстве. Мы просто понимаем, что они простые рабочие. А виноват во всем лишь один человек, который сидит у них в правительстве. Этот русский дальнобойщик помогал украинскому дальнобойщику без проблем выехать и показывал ему, насколько близко он может подъезжать и проходит ли он по габаритам. 12 часов дня, мы до сих пор продвинулись на очень небольшую дистанцию. Впереди нас примерно 120 машин. Под Киевом огромные колонны в 5-километровые с руссками собираются. Буквой Z подписано, якобы неизвестно. Все мы знаем, кто это. И сейчас на границе перестают мужчин пускать, которые могут быть призывными с 18 до 60 лет. И некоторых пускают, некоторых нет. Все, скорее всего, зависит от истории, которую ты расскажешь. Это своеобразная виза сейчас будет. И пройдут ее не все. Пройдем ли мы, вообще не знаю. Вдумайтесь только в то, что я вам сейчас скажу. В стране, на столицу которой напали десятки, сотни, тысячи вооруженных людей, на границах этой страны стоит один пограничник. Один пограничник, который контролирует больше 1000 желающих выехать машин и огромное количество дальнобойщиков. Меня не пропустили, Люда без меня не захотела ехать. Так что будем искать спасение в Украине. Очень страшное зрелище, на самом деле, когда ты видишь маленьких детей, жен, которые плачут и расстаются со своими мужьями, отцами. И это просто очень тяжело на это смотреть. Итак, в этой ситуации Карпаты остаются нашим единственным естественным укреплением. И мы выдвигаемся в Верховину. 2 часа от границы с Румынией.
Двигаясь дальше на Западную Украину, мы остановились в одной из судыб. И здесь всего за 150 гривен нам предоставили комнату, теплый душ, еще сделали бульон, 150 гривен всего за комнату. Несмотря на то, что на букинге есть варианты за ночь за 4000 гривен, есть простые люди, которым хочется помочь и не заработать на этом. Очень благодарен таким людям и действительно сейчас могу просто упасть благодаря им и отдохнуть.